Здравствуйте, дорогие друзья и автолюбители. Наша организация и я, в частности, занимаемся не только автомагнитолами, но еще и необычными мобильными телефонами. Иногда мы их показываем и показываем их только для того, чтобы выложить на наш сайт. Но может быть кому-то будет интересно. Вот одна из таких новинок, которая называется BM5310. Есть целая серия таких телефончиков, они разных размеров, маленькие, называются AirPhone, либо мини-телефоны. И соответственно вот одна из серий. Есть BM10, BM70, легендарный BM50, который был на 2 сим-карты, очень популярный. Теперь вместо него вышла модель BM5310. Особенность этой модели в том, что здесь 3 сим-карты и карта памяти. То есть это полноценный мини-телефон на 3 сим-карты, что очень достаточно редко бывает, и фактически я больше не знаю других моделей с такой опцией. Давайте посмотрим, что он собой представляет. Понятно, чем больше сим-карт, тем больше батарейка. Соответственно, батарейка, которая используется здесь, вот она такая. Она больше почти в 2 раза, чем на телефоны AirPhone. Ну и телефон поболее будет. То есть длина данного телефона составляет, технически замерял я возьму сейчас карточку. Это вам поможет сравнить. Будем сравнивать с кредитной карточкой. Вот, смотрите. Вот у нас кредитная карточка лежит, а вот сам телефон. Это поможет вам сориентироваться и понять, какой его размер. Толщина данного телефона около сантиметра. Батарейка, естественно, больше. Полностью с пластмассы, только держатели металлические. Для кого это нужно, что он с пластмассы, они знают. Так, здесь у нас 3 сим-карты, все они нано. Просто вставляются. Напоминаю, для того, чтобы вставить карту, нужно отодвинуть, открыть, положить и закрыть. Не рвите силой, чтобы не сломать. Сюда вставляется карта памяти. Это для диктофона и для музыки. Но нету разъема под наушники, точнее разъем есть, он общий с USB. Есть такие USB наушники китайские, которые позволяют это делать. Динамик стоит обычный, и я так понимаю, что их 2, потому что они размещены не параллельно, как в AirPhone'ах, и даже есть камера со вспышкой. Естественно, рассчитывать на серьезную камеру здесь нечего. Давайте попробуем включить и посмотрим. Кстати, с этой стороны у нас есть держатель. Классический звук для телефонов компании Servo, а именно Servo производитель данного телефона, но почему-то свой логотип они не нанесли на него. Ну, такое бывает у производителя, видимо, есть какая-то там сертификация. Сейчас попробую сделать так, чтобы вам было виднее. Вот контакты, установки, органайзер, мультимедиа, ну, наверное, установки это должно быть. Настройки телефона. Так, параметры экрана. Есть фоновый рисунок, блокировка, подсветка экрана. Она сейчас стоит на максимуме, попробуем ее изменить. Ну, чтобы ее изменить, наверное, надо пользоваться кнопочками внизу. Да, вот кнопочки посередине. Делаю яркость на минимум, и можно выставить время. Это все для батареек. Сам размер букв очень маленький, но в принципе читаемый. Давайте вернемся теперь назад и начнем с самого начала. На главном экране у меня есть все 3 сим-карты, их можно устанавливать. И когда я, например, набираю номер, наберем там 112, 2, к примеру, он звонит с первой. Видимо, отдельного выбора нет. Скорее всего, с помощью джойстика нужно выбирать и звонить. Время показывает, ну и меню стандартное. По контактам давайте попробуем посмотреть телефонную книгу. Выбор. Статус памяти 300 контактов. И плюс на сим-карте. Соответственно, вы можете сюда закинуть 600 контактов. Ну, немного, но в принципе достаточно. Еще важный момент, чтобы записать контакт, сколько можно использовать символов. И показывает аж 40 русских символов. То есть вполне достаточно, чтобы записать контакт, но нету групп.
Так, сообщения входящие, исходящие. Из мультимедиа есть аудиоплеер. Будет играть видеоплеер, просмотр изображений. Есть радио. Но для его использования сейчас попробуем. Да, и выключить. Соответственно, можно в принципе, что в принципе я уже сделал. Так, с помощью вот этих кнопок есть дополнительные кнопочки, позволяющие это делать. Есть диктофон, требующий карту памяти, и наверняка есть запись разговоров, видео какой-то магнитофон. Ну, есть камера, я уже говорил, но камера здесь вот можете сами оценить. Думаю, что 0,3 мегапикселя. Сейчас это уже не интересно. Bluetooth Dialer, позволяющий нам что сделать? Bluetooth Dialer дает возможность вам и мне подсоединиться к этим телефончикам к большому аппарату и звонить через него. Есть функция волшебный голос, это менять голос мужчины, женщины и дети. Есть функция будильника на 5 вариантов, календарь и перейти к дате, к сожалению, он не активный. Калькулятор, понятно, инструменты SIM, это не важно. Есть фонарик, который включается, файловый менеджер. Есть какие-то игры, гонки F1. Интересно, что это такое. Ну, давайте посмотрим. Начать игру. А вот, помню эту игрушку. Да. Вот, кто любит ностальгию, то это подойдет. Профили пользователя можно настраивать, а значит можно выставлять звонки и мелодию. Ну, обычно, где есть сим-карта, карта памяти, всегда можно выставлять звонки. Из настроек телефона время, даты, язык, параметры экрана, спецключ и все. Безопасности понятно. Нужно делать выводы по данному аппарату. Телефон маленький, предназначен для определенного круга лиц и на 3 сим-карты. Кто его может использовать? Понятно, чаще всего используют в местах лишения свободы. Второй использует это тех, кому нужно еще дополнительные симки и быть всегда на связи, например, для получения каких-то разных данных, разной регистрации в банках, на почте и тому подобное. И этот телефон не будет занимать много места. Вы можете его просто использовать как маленький телефончик. Учитывая его цены, это достаточно удобно и просто. До новых встреч. Надеюсь, в следующем видео я смогу вам показать что-нибудь интересное об Android-магнитолах. Накопилось много материала, но пока еще не готов видеоматериал. А идей очень много. До новых встреч. Будьте счастливы.